Ребята, всем привет! С вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня по вашим просьбам я буду лепить Железного Человека в костюме Марк 50. Сначала из алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм сделаю каркас для нашей фигурки. В этот раз я решил использовать немного другую технологию лепки и сначала слепить внутреннюю часть фигурки, так сказать, основания из скульптурного пластилина, а затем из цветного сделать детализацию. А пока буду лепить, расскажу вам историю этого героя. Железного Человека придумали писатель Стэн Ли, сценарист Ларри Либер, а также художники Дон Хэк и Джерри Керби. Он дебютировал в марте 1963 года в 39-м номере научно-фантастического журнала Tales of Suspense. Первоначально комиксы о Тони Старке, который борется с преступностью в броневом костюме, имели политический подтекст. Но позже Стэн Ли пересмотрел свои взгляды. Он кардинально изменил образ Железного Человека и сделал упор на терроризм и борьбу с преступностью. Биография Тони Старка гласит, что он вырос в семье богатого бизнесмена, что не помешало ему стать гениальным механиком и изобретателем. Когда будущему супергерою исполнился 21 год, он унаследовал компанию от отца и стал лидирующим изобретателем оружия. Молодой человек придумывал экипировку для солдат, но во время полевых испытаний был ранен осколком в грудь. Далее Старк попал в плен к магнату Вонг Чу, который вынудил героя создать оружие массового поражения. Взамен на это барон предложил Тони операцию для спасения жизни. Будущий супергерой вместе со своим товарищем-физиком Хо Юнсеном начал работать над мощным экзоскелетом. Приятель Старка создал в секрете от него броневую грудную пластину, которая могла поддержать раненое сердце изобретателя. После того, как Старк надел защитную экипировку, он попытался сбежать из плена Вонг Чу, а профессор Юнсен, спасший жизнь Тони, погиб в решающей схватке. Будущим супергероем овладела жажда мести. Он одолел оружейного барона, изменил свой костюм и, подобно Бэтмену, стал вести двойную жизнь. С одной стороны механик, успешный и богатый бизнесмен, а с другой искатель приключений и борец с преступностью. Первоначально герой защищал свои собственные интересы, скрываясь от шпионов, пытающихся рассекретить формулу защитного обмундирования, а затем начал решать вопросы международной безопасности, став Железным Человеком. Заядлые поклонники Marvel Comics уже давно привыкли, что, как правило, Тони Старк появляется во главе элитной команды Мстители, которые были провозглашены самыми могучими героями Земли. В первоначальный состав входили Железный Человек, Халк, Тор, Человек-муравей и Оса. Затем участники отряда постоянно менялись. К борцам со злом присоединились Капитан Америка, Росомаха, Человек-паук, Черная вдова и другие обладатели сверхсилы. Впрочем, меняющийся состав стал своеобразной визитной карточкой этой команды, в которую входили супергерои, боги, роботы, пришельцы и даже бывшие сторонники зла, решившие перейти на сторону добра. Мстители сражаются с такими злодеями, которых не одолеет в одиночку ни один супергерой. Поэтому сценаристы придумали общую фразу, которая помогает собраться супергероям вместе. Супергерои решали политические конфликты и другие вопросы, касающиеся судьбы Земли. Также Железный Человек появлялся и в сольных комиксах. Первоначально в цикле, запущенном с 1968 года, а затем в серии графических романов, которые издавались в периоды с 2008 по 2014 годы. Известно, что у Тони Старка был реальный прототип – предприниматель и инженер Говард Хьюз, который при жизни создал образ чудаковатого и странноватого миллионера, который шокировал общественность и представителей СМИ своим эпатажным поведением и был отягощен душевной болезнью, что привело к затворничеству. Но тем не менее, этот человек создал бизнес-империю в Америке, владел авиапромышленными строительными компаниями и участвовал в испытании новаторских самолетов. Создатели наделили Тони Старка своеобразным характером. Его сердце разорвано буквально, но сохраняет внешнюю невозмутимость. В юные годы Железный Человек был научен платить горьким опытом за свою жизнь и благополучие.
Поэтому, повзрослев, миллионер стал основателем благотворительных фондов. Супергерой раскрыл свое настоящее «я» жителям Земли, так как сравнивал свои способности с общественным долгом, а не с личным имуществом. Что касается внешнего вида, то первоначально супергерой появлялся в картинках в громоздком сером костюме, который состоял из углеродно-железного сплава. Далее экипировка была перекрашена в золотистый цвет, а в 48-м выпуске Tales of Suspense состоялся дебют красно-золотой брони. Без экзоскелета Старк выглядит как среднестатистический житель Америки. Мужчина ростом 185 см, имеет черные волосы, голубой цвет глаз, а также носит усы и бороду. Миллионеру Тони Старку дает суперспособности его железный костюм, имеющий сходство с экзоскелетом. Экипировка не только увеличивает броню и дарит обладателю сверхчеловеческие возможности, но и оснащена оружием, в ботинках и перчатках имеется реактивный двигатель, благодаря которому Железный Человек может летать как Супермен. На руках находятся репульсорные лучи, а также в супергеройскую одежду изобретателя встроены ракеты, лазеры и огнеметы. Помимо этого, шлем Старка может сканировать местность и отправлять полученные данные в штаб-квартиру, а сам хозяин имеет нейронную связь с костюмом. Единственным и по совместительству лучшим Железным Человеком был признан актер Роберт Дауни-младший, который, представ в образе супергероя в фильме «Железный человек» 2008 года, сыграл и в остальных частях франшизы. 50-я броня Железного Человека самая усовершенствованная и современная из всех. Она способна выполнять функции носителя, например, активироваться и надеваться на носителя самостоятельно, и создавать оружие и инструменты для Тони. Также костюм может материализоваться вокруг человека. Это делает его более эффективным для Железного Человека, чтобы надеть его доспехи без каких-либо нарушений. Когда костюмы нанесли серьезный урон по тому месту, где его части были уничтожены, костюм может мгновенно восстанавливаться, пока еще находится в бою. Костюм Марк 50 может летать быстрее, чем любая другая броня Тони Старка. Кроме того, для дополнительного повышения скорости Железный Человек может объединить две ноги вместе, чтобы создать из них одну мощную турбину. Он также способен материализовать крылоподобные структуры на спине скафандра во время полета. Как и любая броня Железного Человека, эта броня также оснащена репульсорами, но в отличие от других, это имеет более мощные. Также она может сформировать большое количество оружия. Костюм Железного Человека состоит более чем из 450 частей. Название компьютера Jarvis расшифровывается как просто весьма интеллектуальная система Just a Rather Very Intelligent System. Это дань уважения персонажа Эдварду Джарвису, который был дворецким Тони Старка в комиксах. Джарвиса пришлось убрать из фильма, чтобы он не напоминал Альфреда из фильмов о Бэтмене. «Железный человек» стал первым фильмом студии Marvel, который она сняла полностью на собственные деньги. В начале создания фильма более 30 разных писателей отказались от работы над сценарием, считая, что Железный Человек является неинтересным персонажем вселенной Marvel. Фильм был в разработке более 17 лет. Сначала в 90-х годах компания Universal Pictures планировала начать съемки. Позже 20 век Fox выкупил права на этот фильм. Еще позже права купила компания New Line Cinema. В конце концов, кинокомпания решила сама снять этот фильм. Это была история Железного Человека, но я продолжаю лепку. Эту фигурку достаточно сложно лепить из-за того, что у нее очень много мелких деталей. В общей сложности на лепку этой фигурки я потратил более 10 часов. Надеюсь, ребята, что вы оцените и поддержите меня комментарием и лайками. Шлем можно лепить разными способами, можно сразу облепить полностью красным пластилином и вырезать место для желтого, а можно делать, как я, кусочками.
из пластилина голубого и белого цветов сделаю светящиеся элементы на костюме. Внутрь крыльев я также вставил отрезки алюминиевой проволоки, чтобы они не гнулись, и крепить их к туловищу тоже будет проще. Перед тем как прикрепить крылья к туловищу, сделаю отверстие для них, так как скульптурный пластилин достаточно твердый. Вот такая фигурка Железного Человека у меня получилась. Ребята, огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что делитесь этим видео со своими друзьями. Если вам нравится наш канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении «Все», чтобы получать все уведомления и не пропустить новые видео. Также можете вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на Инстаграм. Все ссылочки есть в описании под этим видео. Далее, как обычно, будут приветы от Вилли и фотки ваших поделок из пластилина. Привет от меня сегодня получают Карина К, Лолик Плей и Кэтбой 311. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи.